Где-то на самом краю планеты, там, где человеческая логистика ломается об холод и расстояние, разворачивается медленная катастрофа, которую мы годами предпочитали не замечать, не потому что не могли, а потому что было удобно считать ее далекой. Мы привыкли видеть Антарктиду на карте как белое неподвижное пятно внизу глобуса, ледяная тишина, застывшее безвременье, пустыня, где ничего не меняется. Но это и есть главная ошибка, величайшая географическая иллюзия, опасный обман зрения, в который человечество влюбилось. Антарктида не мертва. Она не просто лед. Она работает как организм. Течет, сжимается, разжимается, дышит, скрипит, стонет под многокилометровым прессом. И самое пугающее — под этим ледяным панцирем спрятан сложный подвижный мир, который долгое время оставался запечатанным, как лаборатория, изолированная от света, воздуха и нашего вмешательства. Мир, проживший в полной изоляции сотни тысяч, а возможно и миллионы лет. Мир, в котором могли сохраниться процессы и формы жизни, не вписывающиеся в наши привычные схемы «так бывает» и «так не бывает». Долгое время он был закрыт наглухо километрами льда, спрессованного в сотни атмосфер, погруженного в абсолютную темноту и холод, похожий на космический. Казалось, ничего не способно нарушить это равновесие. Но равновесие сломалось. Климат меняется. Планетарная термодинамика перестала быть стабильной. И броня, которую мы считали вечной, начала трескаться. В июле 2017 года случилось то, что заставило военные спутники, научные радары и климатические системы наблюдения разных стран синхронно повернуть голову в одну точку моря Уэделла. От шельфового ледника Ларсена, одной из крупнейших и казавшихся устойчивыми структур антарктического полуострова, оторвался гигантский айсберг, размером с небольшую европейскую страну или пару штатов Делавэр. Ему присвоили кодовое имя А-68. Почти триллион тонн льда ушел в дрейф с треском, который, по сообщениям, фиксировали даже далекие сейсмографы. Это был не просто кусок льда, не сезонное событие и не картинка для новостей. Это была часть подпорки, часть механизма, который удерживает континентальные массы от сползания в океан. А теперь представьте, что произошло на самом деле. Это была не просто потеря массы. Это было открытие запечатанной двери, которая, по оценкам, не открывалась примерно 120 тысяч лет. Когда ледяной колосс, скрипя и осыпаясь, отошел от материка, он обнажил огромный участок морского дна, скрытый от солнца, атмосферы и внешнего мира со времен, когда по Европе ходили неандертальцы, а океан был другим. Ученые ведущих институтов поняли мгновенно. Такой шанс выпадает раз в тысячелетие. Заглянуть в капсулу времени. Увидеть экосистему, которая существовала без света, без фотосинтеза, без прямого контакта с внешней средой. Экспедиции бросились туда, несмотря на полярные шторма и риск быть раздавленными льдами, которые сходятся как челюсти. Корабли ледового класса проламывали паковый лед усиленными носами. Вертолеты висели над белой пропастью. Роботизированные аппараты уходили вниз. Буровые системы прожигали лед горячей водой, открывая коридор в неизвестность. И когда камеры высокого разрешения опустились в черную воду, где температура ниже нуля, то, что они увидели, выбило почву из-под ног у биологов и заставило физиков снова считать свои формулы. Там, где ожидалась стерильная мертвая равнина Ила, была жизнь. Там, где тьма должна была выжечь все, существовали сообщества, будто нарушающие учебник. Мы начинаем расследование. Мы идем под лед, туда, где не было человека. Приготовьтесь. Эта история меняет представление о жизни на Земле,
и о том, насколько тонка оболочка нашей безопасности. Но чтобы понять, почему открытие стало таким громким, надо сначала почувствовать масштаб физики. Шельфовый ледник — это не просто лед на воде. Представьте стену, которая поднимается над океаном на 200 метров, как небоскреб, и при этом уходит вниз еще на сотни метров, образуя гигантскую плавучую плиту. Это пробка. Монолитный клин, который механически удерживает лед континента от сползания в океан под действием гравитации. Ларсен казался стабильным тысячелетиями, но теплая океаническая вода, усиленная глобальным потеплением, годами подтачивала его снизу, тихо, невидимо, как кислота. Мы смотрели на поверхность и не видели угрозу, потому что она шла из глубины. Спутники ESA Sentinel-1 с радарами синтезированной апертуры, способными работать в облаках и полярной ночи, месяцами наблюдали за трещиной. Она росла и ветвилась, как если бы у льда была своя анатомия, реагирующая на приливы и напряжение. Сообщали о скорости порядка 10 метров в день. И когда разлом дошел до точки невозврата, айсберг А-68 окончательно отделился, открыв доступ к морскому дну площадью около 5800 квадратных километров. Это сравнимо с территорией небольшого государства. И вот здесь возникает главный парадокс. Эта зона находилась в вечных сумерках. Там не должно было быть фотосинтеза. Солнечный свет не проникал туда никогда. А если нет фитопланктона, основы пищевой цепи океана, значит, логически не должно быть и всего остального. Пустота. Камень. Мертвый ил. Нулевая биология. Именно так учили модели. Поэтому БАС экстренно направила исследовательское судно RRS Джеймс Кларк Росс. На бумаге задача выглядела просто — успеть прорваться к месту разлома, пока вода снова не схватилась льдом, и опустить камеры. В реальности это была гонка со стихией. Южный океан — территория, где штормы живут как постоянное состояние. Волны с высоту многоэтажного дома, ревущие 40-е и неистовые 50-е, ветер, который способен рвать металл и замораживать брызги на лету. Но они дошли, прошли ледяные поля, рискуя быть зажатыми. Камера пошла вниз на длинном тросе. Вода около -2 градусов, соленая, не замерзающая при нуле, но убийственно холодная. Давление нарастает с каждым метром, как пресс, способный сплющить все, что не рассчитано на глубину. И вот на мониторах появляется дно. Ученые ожидали серую пустыню, но они увидели сад. В абсолютной чернильной темноте, в свете прожекторов, дно оказалось покрыто жизнью. Только эта жизнь была не тропическая и не яркая. Она была странная, древняя, холодная, словно из другого мира. Гигантские стеклянные губки хексактинелиды с кремниевыми скелетами, похожими на живое стекло. Формы, напоминающие вазы и корзины. Мшанки, колонии фильтраторов, морские лилии и криноиды, шевелящие перистыми руками. Камни были укрыты плотным живым ковром. Почему это стало шоком? Потому что эти существа не бегают и не охотятся. Они сидят. Они прикреплены. Они живут как растения, только в океане. А значит, им нужен гарантированный поток пищи. Органические частицы — морской снег, который в обычном океане падает сверху из мира света, где фотосинтез создает первичную биомассу. Но сверху был лед. Сотни метров, а местами больше. И так примерно 120 тысяч лет. Как они выжили без вертикального притока органики? Как нарастили такую биомассу? Это ломало биологические расчеты.
ведь ранее считалось, что под шельфовыми ледниками жизнь бедна. Немного падальщиков, редкие рыбы или криль, случайно занесенные течениями. Но здесь была процветающая, стационарная, развитая экосистема. Единственное объяснение указывало на скрытую механику. Течения под ледником работают не вертикально, а горизонтально, как транспортерная лента, принося пищу за сотни километров из открытой воды. Скрытая магистраль, которая кормит колонии в полной темноте. Оазис, созданный не солнцем, а движением воды. Но история не остановилась на Ларсене. Дальше еще страннее. В другой, еще более удаленной и негостеприимной части Антарктиды, под ледником Фильхнера, Ронне, геологи бурили сквозь почти километр льда. Их цель была прозаична. Грунт, керны, история движения ледника. Не биология. Лед плавили струей горячей воды под давлением, технология, требующая огромного количества топлива. Вниз опустили камеру в защитном корпусе на длинном оптоволоконном кабеле. Камера прошла ледяной туннель, вышла в черную воду под ледником и ударилась о камень. Казалось, неудача. Бур уперся в валун, не в ил, пробу не взять, миссия провалена. Но когда запись подняли наверх и просмотрели на большом экране, люди, привыкшие к скучной геологии, замолчали. Камень, в который они случайно уперлись в абсолютной темноте, в сотнях километров от открытого океана, был покрыт живыми организмами. Сообщалось о 22 формах, неизвестных науке. Губки на длинных стеблях, словно инопланетные цветы, неподвижные фильтраторы, приросшие к камню. И это уже не на границе шельфа, не рядом с открытой водой. Это примерно 260 километров от света, под километром льда. По логике питания там должно быть так мало органики, что выжить невозможно, особенно неподвижным организмам. Они не могут мигрировать. Они ждут. Но чего? Как часто туда вообще попадает хоть что-то съедобное? Открытие попало в Frontiers in Marine Science и стало сенсацией, потому что намекало на нечто огромное. Под ледяным щитом Антарктиды площадью около 14 миллионов квадратных километров может существовать не точечная бедная жизнь, а масштабная, возможно, связанная между собой скрытая биосфера. Мир, который живет по правилам, не зависящим напрямую от солнечного света. И тогда ученые подняли взгляд на небо, к спутникам и радарным методам, и начали искать не только трещины на поверхности, но и воду в глубине. И нашли. Много воды. Оказалось, подо льдом существуют не только отдельные озера, как знаменитый Восток, а целые речные системы, каналы, реки, сети, которые текут под давлением так, будто спрятаны в трубах. В 2022 году сообщали о выявлении подледной реки длиной около 460 километров, собирающей воду с огромной территории и несущей ее к морю Уэделла. Эта вода образуется от трения льда о скалы и от геотермального тепла Земли, но ключевое — давление. Вода подо льдом работает как смазка, ускоряя скольжение льда к океану. Это превращает гидрологию в механику континента. Лед начинает двигаться быстрее, словно по маслу. И в другом месте, под шельфовым ледником Росса, в районе устья подобной скрытой реки, камера показала нечто почти невероятное. Рой амфипод — мелких ракообразных, креветкоподобных существ размером всего несколько миллиметров. Их были тысячи. В темной, холодной, пресной воде, где не бывает солнца, они плавали перед объективом, как будто это обычная река. Ученые сперва заподозрили загрязнение, что организмов занесли с поверхности. Но данные указывали — это местная жизнь. Экосистема, питающаяся, вероятно, бактериальными колониями на минералах. Жизнь, которая не видела света. И вот тут расследование переходит от удивительного к тревожному, потому что есть ледник,
который журналисты и сами ученые называют ледником судного дня. Это Туэйтс, Западная Антарктида. И у этого прозвища есть физика. Туэйтс — один из ключевых держателей западноантарктического льда. Оценки часто звучат так. Его вклад в потенциальный подъем Мирового океана — около 65 сантиметров, а его дестабилизация может запустить цепь, которая потянет за собой весь западный щит, и тогда речь идет уже о метрах, порядка 3,3. Это означает не просто немного выше приливы. Это означает конец для низких побережий, затопление дельт, угрозу городам, инфраструктуре, продовольственным регионам. Спутники давно показывали потерю массы, но долго оставался вопрос, что там происходит снизу, где лед соприкасается с океаном. Ответ дали роботы. Подводный аппарат IceFin, тонкий торпедообразный дрон с датчиками, управляемый по кабелю, позволил заглянуть под ледник в критическую зону заземления, где лед отрывается от дна и начинает плавать. И там обнаружили не равномерное таяние, а разъедающий хаос, гигантские полости, каверны, пещеры во льду, вымытые теплой океанической водой. Ледник разрушается изнутри. Теплая соленая глубинная вода проникает по каналам, вытачивая перевернутые террасы и каньоны, как кариес выедает зуб изнутри, оставляя внешнюю оболочку до поры целой. Лед начинает держаться на тонких перемычках и ножках, которые ломаются под своим же весом. Скорость разрушения в некоторых местах оказалась выше самых мрачных прогнозов. И это уже не через 100 лет. Это прямо сейчас. Но еще страшнее стало то, что показало морское дно перед Туэйтсом, когда его начали картировать автономными субмаринами. На грунте обнаружили ритмичные параллельные гряды, словно следы гигантского протектора или стиральная доска. Геологи прочитали эти следы как хронику отступления. Каждый гребень — место, где край ледника фиксировался во время приливов и отливов, оставляя валик осадка. Расстояние между грядами-то несколько метров — позволили сделать вывод, от которого мороз идет по коже. В прошлом, в середине XX века, возможно, в 40-х или 50-х, Туэйтс уже проходил фазу сверхбыстрого отступления. Порядка километров в год. Звучала цифра около 2,1 километра в год. То есть ледник способен входить в режим паники. Срываться с цепи. И если он держится на одной ключевой точке опоры, на подводном хребте, то потеря этой опоры может сделать процесс необратимым. Дно уходит под уклон к центру континента, retrograde slope, и это подталкивает нестабильность морского ледникового щита. Чем дальше отступление, тем толще лед на границе, тем больше площадь контакта с водой, тем быстрее деградация. Эффект домино, который может стать реальностью. И пока все это происходит, подо льдом работает еще один механизм — подледные озера. Их найдено уже сотни, и их сеть расширяется. Самое известное — Восток. Глубоко и относительно стабильно, но опаснее активные озера, связанные каналами. Спутники с лазерными высотомерами заметили пугающее явление. В некоторых районах поверхность льда поднимается и опускается на десятки метров всего за несколько месяцев. Лед дышит. Это означает, что озера заполняются, прорываются, и вода импульсами перетекает дальше, иногда сбрасываясь в океан. Такие гидроудары могут ломать ледник изнутри. В 2019 году в районе ледника Эймери фиксировали исчезновение поверхностного озера. Гигантский объем воды ушел вниз за считанные дни, пробив толщу льда как клин. Это гидроразрыв, процесс, при котором тяжелая вода раскалывает ледяной щит до основания.
И чем чаще такое происходит, тем больше Антарктида напоминает не монолит, а швейцарский сыр, изрезанный каналами и полостями, по которым вода разрушает структуру изнутри. Но биология тоже не остается в стороне. Ледяные керны несут не только пузырьки древнего воздуха и климатическую память, но и генетический материал. В образцах льда, которым сотни тысяч лет, находят ДНК бактерий, грибов, вирусов, часть которых неизвестна. Они пережили время в анабиозе, как будто спали в морозильнике планеты. И это добавляет тревоги, но не в виде дешевой фантастики про воскресшие вирусы, а в виде реальной экологии. При таянии в океан попадает древняя органика, углерод, микроэлементы, особенно железо, дефицитный элемент Южного океана. Это может менять химию воды, провоцировать цветение водорослей, сдвигать углеродный баланс и перестраивать пищевые сети. Скрытый мир, выходя наружу, начинает взаимодействовать с современной биосферой, и мы не знаем, чем закончится этот эксперимент. Мы открываем морозильник, закрытый сотни тысяч лет, и высыпаем содержимое в общий суп планетарной экологии. И, как будто этого мало, появляется еще один фактор — тепло снизу. Исследования магнитных и сейсмических данных показывают, что под Западной Антарктидой кора тоньше. Там проходит рифтовая система, зона разломов, горячие точки, признаки вулканического и геотермального подогрева. Под ледниками, соседними с Туэйтсом, находили намеки на постоянный источник тепла снизу. Это не обязательно извержение в стиле катастрофических фильмов. Это скрытая плита, нагревающая фундамент. Представьте кастрюлю супа. Если огонь включен снизу, жидкость становится активной. Здесь лед получает удар сразу с двух сторон. Теплая океаническая вода подтачивает его снизу и сбоку, а земное тепло ослабляет основание. Молот и наковальня. Это делает регион особенно уязвимым и объясняет, почему именно там процессы идут так быстро. И когда все эти линии сходятся в одну картину, жизнь в темноте на камнях, скрытые реки под давлением, пещеры во льду, следы прежнего панического отступления, озера, которые прорываются и ломают лед, геотермальный подогрев, становится ясно. Антарктида не спит. Она уже проснулась. Она ворочается, двигается, теряет устойчивость. Скрытый мир, который открылся после обрушения ледяных барьеров и бурения скважин, показал нам не миф и не метафору, а механику будущего затопления. Мы видим шестеренки этой машины. Если или когда Туэйтс сорвется, подъем уровня моря на десятки сантиметров изменит побережье мира. Но если он потянет за собой весь западно-антарктический щит, речь пойдет о метрах, и тогда карта планеты действительно будет перерисована. Мегаполисы, порты, дельты рек, островные государства, инфраструктура, аграрные зоны — все окажется под ударом. Одновременно открытие подледной жизни поражает. Губки, мшанки, амфиподы — целые сообщества, которые выживают там, где по нашим учебникам выживать нельзя. Жизнь оказывается невероятно изобретательной. Но именно это подчеркивает хрупкость этой среды. Стоит исчезнуть шельфовому леднику, и уникальная темная экосистема, формировавшаяся тысячелетиями, может погибнуть почти мгновенно. Свет, новые хищники, открытая вода, резкие изменения химии — все это перепишет ее судьбу. Мы можем уничтожить мир, о существовании которого узнали только что. Мы начали с трещины Ларсена и айсберга размером с государство и закончили пониманием того, что это было не просто новостное событие, а предупреждение. Сигнал тревоги, который послала нам планета. Скрытый мир Антарктиды — не экзотика для учебников, а окно в ближайшее будущее. Антарктида не отделена от нас стеной холода.
Она соединена с каждым берегом, каждым портом, каждым прибрежным домом через океан, единую систему, которая переносит изменения по всему миру. То, что начинается там, приходит сюда приливами, штормами, эрозией и сантиметрами, которые превращаются в метры. Скрытый мир, который мы потревожили радарами, бурами, субмаринами и камерами, словно кричит: вода движется, лед трещит, полости растут, фундамент тает, экосистемы меняются. Мы стоим на пороге величайшей трансформации планеты за миллионы лет. Ледяная стена рухнула не только в океан. Она рухнула в наше сознание, разрушив иллюзию стабильности и безопасности, в которой мы жили последние 10 тысяч лет Голоцена. Мир подо льдом больше не тайна за 7 печатями. Это наш приговор или наш последний шанс понять механизмы планеты и подготовиться к неизбежному. Время, которое нам давали ледники, уходит быстрее, чем талая вода, бегущая по скрытым подледным руслам. Напишите в комментариях, готовы ли вы к тому, что карта мира может измениться до неузнаваемости при вашей жизни, и что пугает вас больше: неизбежный подъем уровня моря и затопление городов, или неизвестные формы жизни и древние микромиры, которые столетиями спали во тьме и теперь получают шанс вернуться в наш мир. Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.